Всем привет, друзья-боксерчики! И сегодня у нас разбор защитных действий. Сегодня мы будем разбирать блоки, глухую защиту головы, корпуса. Смотрите, наслаждайтесь. Теперь смотрите, парни, что вы должны знать про глухую защиту. У глухой защиты есть минусы. Первый минус – это то, когда уже ваши руки начинают уставать, вы начинаете сильно напрягать руки для того, чтобы удар сбить. Вот это вот перенапряжение в итоге приведет вас к тому, что руки у вас просто быстро устанут. Второй момент, который вы должны знать. Ваши руки стоят на месте в глухой защите. То есть, если, например, идет удар в корпус, то они не двигаются. Если удар идет в голову, то у вас голова прячется. Вы должны сжать. И вот после этого, как вы сжали руки, есть момент так же, как и в ударе, у вас микрорасслабления должны быть. То есть глухая защита – это первая защита, которая вообще ставится боксеру. То есть это одна из самых надежных защит. Чаще всего боксеры ее применяют, когда уже очень сильно устают. И вот этот вот момент, где она работает – во всех дистанциях, средней, ближней, дальней, многие боксеры начинают с глухой защиты, то есть они сразу себя в глухую защиту ввергают. Первое – перенапряжение. Второе – лишают себя зрения, перекрывают себе глаза просто, закрывают. Ваши руки должны быть на линии перчаток зрения. Еще раз говорю, у вас голова, если что, прячется, вжимается голова. Второй момент. От боковых ударов блок не вот так ставится, локоть не задирается, вот так ставится. Рука перекрывается и есть смягчение, естественное смягчение под удар, чтобы вы понимали направление. От этого очень много зависит. В корпусе та же фишка работает, смягчение. Глухую защиту можно просто начинай, Андрюшка. Прям даже можно на соперника идти, поджимать его, чтобы мешать ему работать. Есть также момент, когда вы начинаете вдавливать, проваливать соперника. То есть выгонять его на себя, тащить его за собой, чтобы увлечь его ноги. Поэтому первое упражнение, которое вы делаете, начинается с корпуса. То есть 2 удара у вас прямых идет, и 2 удара у вас идет сбоку, наносите. И потом меняетесь. То есть принцип «ты мне, я тебе». Лёва, смотри, вот все правильно делаешь. Вот здесь ты вот руки собрал ему. Теперь смотри, если надо тебе ударить его в бок, просто за ногой вместе с рукой иди. Вытягивай, чтобы подламывай тело, сгибай его. И чуть-чуть подворачивай. Вот, молодец. Чтобы сброс был удара. Раз сюда, раз сюда. Так, сейчас будет у вас переход на голову. И вот я просто вам подскажу, чтобы вы видели. То есть очень часто, это лично мой опыт такой был. Когда руки сильно задираешь, ничего не видишь. Поэтому вот вам, смотрите, у вас, если глухая ставится, у вас одна из рук должна быть чуть-чуть выше. То есть вот у вас вот такие вот моменты. Зачем это делать нужно? Чтобы хотя бы один глаз у вас видел соперника, хотя бы один. Потому что происходит? Руки задрал, вжал и все. Ничего не видишь, ничего не понимаешь. Поэтому вы вот сейчас, когда наверх будете ставить, вы чуть-чуть так подламываете, чтобы у вас хотя бы один глаз видел. Теперь еще один момент. Руки вот так не ставьте. Чуть-чуть их разверните, чтобы у вас вот эта часть перчатки высвечивала. Вот эта часть. Потому что если вы вот так сделаете, тут нету мышц, которые могут сдержать. Чуть-чуть буквально развернете, и уже будет более устойчивое положение рук. Раз.
Можно нападать глухой защитой на удар. Можно проваливать. Вам надо и так пробовать. Прям вкапывай ноги. Осторожнее. Вот смотри, тоже ошибка, одна из распространенных ошибок. Спешите, просто спешите. Спокойнее разберись, чтобы у тебя четко уже было. Видишь удар? Видно? Две руки, держи две руки. Так я тебе говорю, ты не удержишь так. Разница есть. Ты и так можешь делать руки. Но тогда тебе придется их поднимать, чтобы вот сюда удар приходил. Потому что, еще раз говорю, тут есть момент, вот видишь? Видишь, какой он опасный? Держи руки. Раз. Вот он. Чуть-чуть подогнул. Зрение видит у тебя? По направлению удара ты идешь. Не отходи. Молодец. Теперь смотри, Леш. Вот прямые ты отработал. Чуть-чуть. Вместе с ногой на сторону. Чтобы ты перед ним не оставался. Потому что начинается его атака сразу. И ты вроде отбил. Руки завел. Весь открылся и перед ним остался. Еще один момент. Смотри, начинаю движение вот с этой стороны, после вот ударов. И вот сюда. Вот, хорошо. Хорошо. Раз, два, три. Это разные удары. Один удар ты на дистанции делаешь. Второй уже сокращаешь дистанцию. Потому что, это вообще удара не будет. И успевай за ним. То есть, да, он боксер быстрый, хороший боксер. Понимаешь? Но тут все очевидно. Шаг не сделаешь, ты не достанешь его. Поэтому предполагаю уже, то есть у тебя уже за ударами, видишь, уже в сторону ты смещаешься. Чтобы он не успевал как бы отойти на ногах. Теперь смотрите, сейчас надо будет максимально приблизить это упражнение уже к боевому упражнению. Поэтому начинаете снизу и идете наверх. У вас 2 удара по корпусу, 2 боковых удара по корпусу и по той же схеме 2 удара в голову и 2 боковых удара в голову. Начните сначала медленно, чтобы понять, что вам надо сделать. Пока не спешите и постепенно, когда уже материал знаешь хорошо, уже можешь ускорять какие-то движения. Тем более то, что опыт уже есть у вас. Вот сейчас у вас начинается такой маленький ходильничек. Все как в боевом варианте. Единственный момент, вы дозируете удар. То есть вверх-вниз сейчас уже на ваше усмотрение. Единственный момент, четко разделите, чтобы не лепить. Когда тебя бьют, что надо делать? Защищаться. То есть не старайтесь сразу ему ответить. Пусть его атака закончится, и потом начинается ваша атака. Все как в бою. Боксеры меня поняли? Готовы, боксеры? Итак, первый раунд. Бой, защита блоком, защита глухая. Корпус, голова. Бокс! Сильно не сгибай. Тело не сгибай сильно. Руки от корпуса не отводи. Качественнее удар делай, качественней. Страшно защищайся, зажимай. Зрение не лишай себя. Подглядывай в дырочку. Сжимай руки. Снизу наверх поднимай, раз и сразу наверх. И вот так вот от тренировки к тренировке потенциал защитных действий
растет. Потому что на базе вот этой вот, как бы, казалось бы, простой защиты выставляются все остальные защитные действия. Поэтому, если это брать новичков, то у них постепенно. Вот к боевым уже надо настолько его подготовить вот здесь, вот в голове, чтобы он и психологически уже понимал, где какая защита у него будет работать. Поэтому, парни, не пренебрегайте глухой защитой. Это надежная, очень надежная защита. Используйте ее, и вы меньше пострадаете. Ну, а в остальном, до новых встреч!